Ох, добрый вечер. Так, как же мы с вами будем здесь общаться? Нету здесь у нас комментариев. Сейчас я сделаю сообщение. Минутку. Так, комментарии, комментарии какие. Друзья, я сейчас в канал добавила сообщение, где можно писать комментарии. Пройдите, значит, в мой телеграм-канал, и там есть такая штучка, ну, сообщение, в общем, есть. И там можно оставлять сообщения. Комментарии к эфиру, точнее, получается, да. Чтобы мне понимать, слышно ли меня вообще. Сейчас я попробую микрофон включить еще. Минутку. Так, я надеюсь, что меня слышно. Так, кто-то поднимает руку, я смотрю. Добрый вечер, друзья. Нас сегодня будет мало, судя по всему. Так, вижу, что запись эфира идет. Так, Михаил пишет, что слышно. Ну, отлично, у нас с вами связь такая будет не совсем ютубовская. Сейчас я попробую еще в чат скинуть ссылку на нашу трансляцию. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Видимо, знаете, у меня такое подозрение, то, что не подключается YouTube, потому что сейчас праздники, все ведут трансляции, и, видимо, какие-то перегрузки в сети. У меня с интернетом все отлично, как видите. Вот. Так, сейчас я попрошу вас минуточку внимания. Пройдите, пожалуйста, сейчас телеграм-канал. Там есть сообщение специально для комментариев к этому эфиру. Вы можете там оставить свой вопрос, написать какое-то сообщение. Я буду видеть его с другого телефона. И могу с вами вот так вот общаться и взаимодействовать. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Периодически будет шуметь, значит, у меня кресло скрипит. Там мышонок Пик крутит колесо, Буся тут хрустит своими хрустяшками. В общем, так, вижу вас уже в сообщениях, слышно, все слышно, привет, все отлично, отлично. Получается, у нас сегодня эфир только для тех, кто у меня в телеграм-канале. Такое, знаете, приватная вечеринка получается. Я боюсь, сейчас у меня погаснет печка. Сейчас подброшу полешек и вернусь. Минутку. Я ее специально растопила. Пока пыталась подключиться, у меня почти все погасло. Сейчас минутку. Надеюсь, загорится.
Такая домашняя атмосфера получилась. В Ютубе там очень много людей, конечно, да. Так, ну вот давайте, пишите свои сообщения в комментариях к эфиру. Есть в телеграм-канале у меня специальное сообщение для комментариев к эфиру. Вот, сейчас Наташа пишет: привет, расскажите, пожалуйста, подробнее про вашу деревню. Сколько населения, если там клуб, как живет молодежь, разводит ли хозяйство? Я извиняюсь, у меня там Буся воспитывает котят, она периодически мурит. О, кажется, разгорелась. Так, сейчас. Слышно, да, как в печке дрова трещат? Прикольно, да? В общем, я отвечаю на сообщение Натальи. Наташа пишет: расскажите, пожалуйста, про вашу деревню. Значит, деревня находится в 100 километрах от города Нижнего Новгорода, ну, чуть побольше, мне кажется, да. Значится она как село на карте, да, но местные жители, они говорят, что раньше это была деревня, значит, потом начали строить новые постройки, и получилось, что у нас не деревня, а как бы село, да, село-деревня, такой микс получился. Ну, в общем-то, достаточно там жителей. Я цифру сказать не могу, я не уточняла, не знаю, сколько там населения, да. Если там клуб, я вот этим вопросом не интересовалась. Я точно знаю, что есть библиотека, что есть какое-то что-то типа Дворца культуры. Я туда голосовать ходила. Это бывшая школа, по-моему, у них там. Вот. Как живет молодежь, я не интересовалась. В общем, хозяйство здесь разводят. Здесь есть коров держит, коз держит, кур. Ну, в общем, кто что может, но, короче, вот я, например, покупаю молоко домашнее у соседей, у меня на улице живут. Молоко, творог. Есть у нас, значит, 2 продуктовых магазина. Что у нас там есть? Есть медпункт. Раньше была почта, сейчас уже нету, год как нету, говорят. В соседнем районном центре она есть. Друзья, добрый вечер всем, кто присоединяется. Я рада вас видеть. YouTube что-то меня не пускал, но, видимо, так надо. Вы, кто вот заново присоединяется, да, можете писать сообщения в комментариях. Специально для сообщения создала для комментариев к эфиру. Туда можете пройти и в телеграм-канале вот оставить мне там вопрос. Я буду читать и отвечать. Значит, читаю второе сообщение. Наталья, здравствуйте. У вас так классно стало. В печке дрова потрескивают. Такая романтика. Пейзажи в вашей деревне просто шикарные. Да, я когда приехала смотреть дом сюда впервые, я увидела вот эти вот ландшафты. У меня глаза такие загорелись. Я думаю, вау, вот здесь бы жить. И, ну, слава богу, все сложилось. Так, вот Михаил пишет: Наташ, привет, ты Дениса знаешь из соседней деревни. Я сейчас немного поясню тем людям, которые не понимают, про какого Дениса здесь Михаил пишет. Значит, как было дело, сейчас расскажу, да. Значит, я ездила, каталась на велосипеде здесь по округе, да, и в соседнюю деревню заехала на велосипеде и увидела там очень красивую придомовую территорию, где-то оформлена, там такие декоративные растения возле одного дома. Очень красиво все было оформлено, мне так понравилось, я, значит, все это сняла, смонтировала видео, выложила на YouTube, вы можете пройти посмотреть, у меня там на YouTube, по-моему, называется «Исследуя окрестности на велосипеде», вот это видео, и там есть вот домик того самого парня Дениса,
Я пока тогда, на тот момент, я не знала, кто в нем живет. Я вообще думала, какая-то бабушка занимается декоративными растениями. Почему мой взгляд упал именно вот на это обустройство, да, потому что там были южные растения, грецкий орех, можжевельник, такие, знаете, ну, не в наших широтах, которые растут. А я же родилась в Краснодарском крае, и я увидела сразу и думаю, вау, вот это класс! Это откуда здесь растения из Краснодарского края? Вот. А потом мне стали в комментариях люди писать к этому видео: Наташа, это там живет Денис, познакомься. И, короче, я так узнала, что, оказывается, у хозяина этого дома, который обустроил этот участок, есть тоже свой YouTube-канал. Я нашла его в соцсети, я написала ему в сообщение. Вот, и мы познакомились, да, ВКонтакте с ним, списались, пообщались. Вот, он пригласил к себе в гости, сказал, что ему нужно, что может поделиться семенами там вот всеми, вот. И в какой-то выходной мы, по-моему, договорились встретиться. Я приехала, он угостил, значит, тыквой меня, еще какие-то там, по-моему, овощи. Показал свой участок, все рассказал подробно. Вот, но, к сожалению, друзья, реальная действительность не настолько как бы красочная, как показывают периодически нам в Ютубе, да. Вот, есть небольшие нюансы, скажем так, с Денисом. С одной стороны, я была рада познакомиться с таким человеком. Он действительно неординарный, очень хороший, классный парень, но, к сожалению, мне его очень жалко. Вот. Я не буду озвучивать детали, почему так, но я думаю, местные понимают, почему я сожалею. В общем, жалею человека, почему. Вы, наверное, меня понимаете, да. Вот. Хороший парень, к сожалению, но просто себя запустил. Вот, но с другой стороны, я очень рада такому соседу. У него очень богатые такие, скажем так, семенной фонд, да. Там есть разные растения. Я могу обратиться к Денису, если что-то мне понадобится, и для своего участка взять какие-то растения. Вот это вот хорошо. Так, Тамара пишет, разобрали ли котят? Я просто их пока показываю на ютубе, котяток. Им всего лишь месяц, они родились 6 октября. Вот, и они еще маленькие, они кушают пока только мамину сисю, да. И самостоятельно они пока не едят. Вот как только они начнут есть, я уже, ну, уже действительно буду их раздавать. А пока я их только, ну, обозначаю, да, людям показываю, что вот у меня есть котята, и вы можете забрать, как только они начнут самостоятельно кушать. Вас люди на YouTube ждали. Да, слушайте, я пыталась на YouTube выйти, значит, у меня 2 телефона, друзья, на минуточку. Значит, я с одного телефона, пишет мне, не подключается к сети, с другого телефона не подключается. Я пыталась с ноутбука зайти в эфир. Никак. В общем, я там сообщение оставила, что я ушла в Телеграм. Так, сейчас. Добрый вечер. Очень нравится ваш канал и про дом, и про домашних питомцев. Пусть у вас будет очень запоминающаяся зима. Спасибо. Она действительно будет запоминающейся. Сейчас скажу почему. Потому что, знаете, у меня всю жизнь была мечта встретить Новый год вот в деревне, в своем доме. Чтобы вы меня понимали, в городе, да, когда Новый год, там стреляют петарды, постоянно вот этот шум, гам, пьяные кругом. Меня это так всю жизнь напрягало в городе Новый год, вы не представляете. У меня большая фобия к толпе, я боюсь толпы, поэтому на массовые такие празднества и гуляния по поводу Нового года я стараюсь не ходить.
Ну, очень сложно, боюсь, короче, толпы. Вот. И у меня всю жизнь, я интроверт, я всю жизнь мечтала, чтобы а, ну, встретить Новый год в деревне. И вот в этом году будет классный Новый год у нас. Я вижу, что вы поднимаете руки. Я так полагаю, вы хотите со мной пообщаться голосом, да? Давайте я сначала отвечу на комментарии, которые вы оставляете в сообщении, да? А потом, может быть, я кого-то подключу, и мы с вами пообщаемся. Так, так. Следующее сообщение. Марина пишет. Добрый вечер. Какие у вас планы по благоустройству дома и участка на будущий летний сезон? Значит, ну я уже говорила, да, в предыдущем эфире, что у меня есть целый список того, что я хочу посадить, но, к сожалению, я не знаю, насколько мне удастся реализовать все это в жизнь, но я постараюсь. Я хочу только вот обозначить основные моменты, да, что я буду делать на участке. Я буду пытаться поэкспериментировать, скажем так, с соломенным земледелием. Можете прогуглить, посмотреть, что это такое. Я буду делать обязательно высокие грядки. Я обожаю клубнику, обязательно что-то сделаю с клубникой. Посажу кукурузу, овощи какие-нибудь, тыкву, там, арбузы, дыни, помидоры, огурцы, зелень, конечно, какую-то. У меня есть прям целый список. Я сейчас, вот, к сожалению, не буду его искать, да, потому что долго получится. Может быть, какие-то плодовые деревья новые посажу, еще посмотрим. Но знаете, вот в голове я планирую одно, а как оно по факту получится, я пока точно не знаю. Вот, но надеюсь, что получится. Так, значит, Михаил, очень понимаю про Дениса. Михаил, я так понимаю, вы из того же села, что и я. Очень приятно познакомиться. Значит, мы односельчане, что ли, может быть, и я так понимаю, по крайней мере. Так, так, вот Вера спрашивает, зимой дорога будет чиститься до вас? Смотрите, у меня улица вся заасфальтирована. Я, значит, живу в конце улицы, и местные жители мне говорят, что эту улицу зимой чистит трактор. То есть с этим проблем не будет, тем более, что здесь ездит такси. Я периодически езжу на такси до соседнего там сел, до соседних сел, ну и в том числе, если мне нужно уехать в Нижний Новгород, я еду на такси до автостанции. С транспортным сообщением, думаю, проблем точно не будет. То есть это не совсем глушь такая, чтобы вы понимали. Рядом находится у нас федеральная трасса, вот в 2 километрах от меня. Поэтому с дорогой проблем точно не будет. Так, вот Виртуалка пишет. Крыски, расскажите, как поймали ее. Про крысу, да. Ой, слушайте, я вот начну с того, да, то, что я вот видео показала, да, записала ее на видео, показала, как я к ней спокойно подхожу, и все стали в комментариях почему-то писать: Наташа, вы что, разводите крыс? Я вообще очень удивилась, насколько там люди, то ли они от страха перепугались и стали меня обвинять, что я крыс развожу, то ли еще что-то, то ли как-то не так поняли, что я с ней общаюсь. Ну, в общем, смотрите, крыса, вот многие, кстати, в комментариях писали, что на них нападала крыса. Почему? Потому что люди были сами первыми проявляли агрессию к крысе, да, и она, конечно, на них нападала и кусала. Я, как человек, знающий, скажем так, язык с животными, то есть я умею общаться с животными, скажем так, да, я понимала, что если я сейчас начну кричать, если я возьму какую-нибудь там швабру, начну там лупасить по ней или еще что-то, мягко говоря, ничем хорошим это не закончится, понимаете? Поэтому я всегда спокойно, особенно
Если это животное дикое, да, ну, не прирученное, всегда нужно вести себя спокойно. Вот если вы, кстати, идете по лесу, там, видите кабана, медведя и там лося или еще кого, ведите себя спокойно. Если вы будете суетиться, убегать, как-то агрессию проявлять, ничем хорошим это не закончится. Это касается любых диких животных, в том числе и крыс. Поэтому я спокойно показала, как я с ней общаюсь, и все. Вот. А люди почему-то подумали, что я решила ее, как мышонка, тоже в клетку посадить и разводить. Ну, в общем, я в тот же вечер, как только сняла вот это видео, да, значит, почему-то у меня не было никакого крысиного мора на тот момент, сейчас я уже с Wildberries заказала, и не было ультразвукового отпугивателя. Ой, сейчас Буся будет драться с Васей. Буся, не трогай Васю, она котят защищает. В общем, я сидела и думала, так, что же мне делать? У меня крыса ворует кошачий корм. Он прям вот, ну, улетал у меня в лед просто. Я такая сижу, и у меня в голове возникает идея. Я вспомнила, что у меня есть такая штука от меток животных. То есть я покупала когда-то для кошек. У меня, когда Васю я приучала к дому, он периодически метил у меня тут по дому. Ну, как кот, он делал метки, да, и я купила средства от меток для кошек, чтобы, ну, не ссали, где попало. А это средство, оно очень сильно воняет. Знаете, такой ядреный запах химический, химозы такой, настолько сильный, что вот начинает кружиться голова. Я такая думаю, дай-ка я попробую. Она же у меня в поленнице живет. Я заприметила дырку, откуда она вылазит, и прям туда в дырку напрыскала. И по всей поленнице распрыскала, вот, по-моему, весь тюбик выпрыскала. Настолько сильный был ядреный запах, а еще дрова-то это впитывают, этот запах. Я, хотя и находилась в соседней комнате, но до меня доходил этот запах, настолько сильным было, у меня аж кружилась голова. И я думаю, ну ладно, посмотрю, что будет завтра. Я утром просыпаюсь, и действительно, вот эта крыса, она прям лежит на поленнице дохлая уже. Вот, я ее аккуратно в пакет там положила и в поле выкинула у нас тут. Вот, то есть, ну, получается, я с ней справилась. Сейчас вот я тестирую ультразвуковой отпугиватель мышей, грызунов, точнее. Вот. Там написано в инструкции, что неделю нужно пробовать. Вы знаете, я заметила, раньше у меня мыши шебуршали, вот у меня как потолок, отделка такая глянцевая, белая. Я не знаю, как он называется. В общем, и там под потолком они тоже шебуршали, бегали периодически по углам. Я слышала, как шебуршали. Но вот сейчас с ультразвуком уже где-то 5 дней я сижу, да, прям он у меня круглосуточно работает. А вот эти шебуршания, они пропали. Я сейчас их не вижу. Ну, возможно, он как-то действует. Я не знаю. Попробую, может быть, отключить и посмотрю, какая будет реакция. А еще я на Wildberries заказала эти брикеты с эффектом мумификации для грызунов и зерна с эффектом мумификации. То есть, чтобы, если опять начнут они появляться, да, сейчас у нас тепло достаточно. Вот когда были морозы, они, видимо, полезли в дом все. Вот когда будут морозы, я уже во всеоружии приготовила для них вот эту отраву, потому что люди пишут, что они отравляются, где-то, ну, неприятный запах трупный вот от них. А с эффектом мумификации, я думаю, этого запаха не будет. В общем, я готова к зимнему сезону грызунам. Дальше. Ленка пишет: приветствую. Впереди зима, романтика скоро приобретет немного размытые очертания. Так, приобретена ли снегоуборочная техника, лопаты? Может быть, будут наняты люди специально обученные, потому как это будет трэш. Сразу говорю, что знаю, это не понаслышке, сама из Самары. Я очень часто бываю в деревне, неделю через
3 там живу, вынуждена мотаться, так как обстоятельства никак не могут мне предоставить возможность там жить постоянно. Хотя дом давно есть дедовский, там родился мой отец, дом в отличном состоянии, плюс я делаю там постоянно ремонты, но не так это и просто уехать в легкую жить там, тем более одной. Ну, смотрите, по поводу снегоуборочной техники. У меня участок не совсем ровный, скажем так. То есть он идет под уклоном. Дом у меня стоит вот здесь, да, и вот холмистая местность у нас, и он вот так вот уходит вниз. Кроме того, что он вот под уклоном стоит, он весь в рытвинах таких, знаете, в этих кочках. То есть это неровный. Снегоуборочная техника не поможет. А что касается лопаты снегоуборочной, она у меня есть, широкая такая, большая. Вот, с лопатой все в порядке. Но я думаю, мне ее вполне хватит, чтобы прочистить снег от крыльца до ворот. Ну и до бани еще, может быть, да. Не, пока не знаю, насколько это будет практично, но поживем, увидим, да, как говорится. Ой, я извиняюсь, заделать микрофон. Посмотрим, посмотрим. Но я не планирую так вот, чтобы прям вот вычищать. Как я уже сказала, что у меня рядом с домом находится асфальтированная дорога. То есть там чистит трактор, а у себя на участке я буду лопатой чистить снег. Так, Елена пишет, а сколько без техники убирать и ничего, смотря на какой территории, у всех свой подход. Да. У меня брат летом все пропалывает, почастую не присядет, постоянно в огороде вкалывает. Я попроще, урожай хороший. А у соседки реально дебри, урожай с грядки. Не совсем поняла, о чем. Ну, общайтесь, вы, видимо, между собой. А Анжелика пишет, крыса у спящего человека отгрызла мизинец. Какая агрессия. Ну, я говорила не про спящих людей в контексте. Просто мне писали люди, там, вот у меня муж, например, там кто-то писал в комментариях, у меня муж увидел крысу, побежал за шваброй, начал ее бить, она начала бросаться на него. Вот в этой ситуации, да, понимаете, что агрессивный человек вызывает ответную агрессию у животного. Это, по-моему, логично. А что касается спящих людей, вот тут я вам ничего сказать не могу. Но за себя я не боялась. Почему? Потому что я сплю на кровати. То есть у меня здесь кровать, она достаточно высокая, и меня окружали кошки. То есть у меня Триша в ногах спала, слева от меня стоял манеж с Бусей, с котятами, и Вася у меня там возле поленницы бродил тоже. То есть с кошками я не боялась, они бы в любом случае меня ночью бы разбудили, если бы что-то не так было. Так, значит, тут Юлия, по-моему, пишет. Меня лично в детстве крыса во сне укусила за мизинец. Я проснулась вся в крови, даже не почувствовала. В те времена делали 40 уколов в живот. Кошмар какой. Мыши и крысы совсем обнаглели, даже на кротов не реагируют. Надо защищаться от этих вредителей. Ну, вот я уже сказала, да, что я в полном всеоружии, теперь, по крайней мере. У меня есть и свои лайфхаки, как говорится, да, лайфхаки, извиняюсь. Теперь и плюс купила я отраву с эффектом мумификации и ультразвук для них. Марина пишет, ультразвук может и на кошек плохо влиять. Я пока не заметила, что есть какие-то нюансы. У меня мышонок, кстати, сидит в боксе, он себя как обычно ведет. Ну, не знаю. Не знаю. Посмотрим. Все познается с опытом. Так, Оксана пишет, будьте осторожны с отравой. Много случаев, что кошки потом съедают отравленных мышей, крыс и умирают. Ну да. Ну вот я пока пробую ультразвук, там посмотрим. Наташа, батареи от подтопки уже запускала? Да, я топлю постоянно сейчас с сентября месяца уже.
ну, водяное отопление, паровое отопление, да, постоянно топлю, у меня натапливается дом до 24 градусов, мне очень тепло достаточно здесь. То есть у меня нет такого, что, ой, нет такого, что холодно, да, то есть я встаю пораньше, я работаю с 9 утра, встаю в 6 часов, где-то в 7 я начинаю затапливать печь и периодически подбрасываю дровишки до обеда где-то. И уже к обеду у меня достаточно прогретый такой дом. Я купила этот электронный градусник, он мне показывает плюс 22, 23, иногда 24, очень жарко становится. Вот когда были морозы, да, я, конечно, чуть-чуть подольше топила, чтобы прогреться. А сейчас, кстати, тепло, я прям чуть-чуть подтоплю, и мне уже этого хватает. Друзья, кто присоединяется к нам заново, да, я вижу, тут люди присоединяются. Ой, как вас много. 76 участников на эфире, да, по-моему. Вы можете оставить мне сообщение. В телеграм-канале есть специальное сообщение для комментариев к эфиру, оно называется. И прям туда проходите в комментариях и пишите мне свои вопросы. 24 это самая комфортная температура. Ну да, мне комфортно. Вот видите, я сейчас в майке сижу. То есть мне не холодно. Хотя на улице уже 0, по-моему, сейчас у нас. Или сколько? Не могу посмотреть, к сожалению, здесь. Сейчас для интереса гляну, что Яндекс говорит. Сколько у нас градусов сейчас? -1 пишет. Ну да, у нас изморозь с утра было. Ну, достаточно тепло. Плюс я еще русскую печку затопила. От нее тоже очень тепло идет. Хорошее тепло. Так, я смотрю, значит, в сообщениях. Так, продолжаю читать. Я родилась и выросла в Тверской деревне в доме с русской печкой и лежанкой. Топили 2-3 раза в день. Но это вы, наверное, говорите про такую зиму ядерную, да, когда там -30, -25, что-то такое. Ну, вот смотрите, тут еще, знаете, какая разница? Вот если топить просто русскую печь, да, я согласна, да, действительно, нужно, например, мне утром затапливать и вечером, чтобы прогреть, ну, хотя бы вот это помещение, в котором она стоит, да. А у меня немножко другая ситуация. У меня помимо этой печки есть еще маленькая печка, маленький подтопок, стоит он на кухне, и в него вмонтирован котел, в котором находится вода, и эту воду насос разгоняет по трубам по всему дому. У меня по периметру всего дома находятся трубы. И вот эта вода, она по мере того, как растапливается печка, она нагревается и циркулирует по вот этим трубам. И отапливает дом, получается. То есть, вот смотрите, я утром затопила, до обеда покидала дровишек в нее, там вода вскипела, она горячая, разносится по периметру дома, и потом уже с обеда я уже не топлю, у меня там уже прогорают угольки, и вот эти трубы, они пока остывают, они же отдают тепло все равно. И мне до вечера вполне хватает, там, до ночи. Но хотя вот утром я встаю уже достаточно прохладно, но у меня есть еще, кстати, к слову, конвекторный электрический обогреватель на этот случай. Утром я включаю его. То есть, ну вот пока не протоплен дом, пока я там умываюсь, одеваюсь, там завтракаю, я включаю этот обогреватель. И ну, у меня тут 2 печи, обогреватель, я думаю, не замерзну точно. Ну, в крайнем случае, оденусь потеплее. Вот. Так. Так, значит, на Новый год, наверное, все родственники приедут. Дом большой. Но вот насчет родственников не знаю. У меня
как там сложности. У сестры, короче, маленький ребенок, и чтобы его куда-то везти, очень сложно ей, короче, с ним ездить. И мама, скорее всего, с ними там будет Новый год отмечать. Вот. А я, скорее всего, приглашу друзей к себе в гости. Так, да, вот пишет, контура водяного не было. Да, ну вот видите, у меня все виды отопления. И русская печь, и водяной контур, и электрический обогреватель. Вы знаете, если что-то будет, какой-то катаклизм, в крайнем случае я пойду напилю веток в саду, сделаю кострище и буду возле него греться. Так что все нормально. Так, Наташа спрашивает. Наташа, какие гаджеты приобретали для дома и сада, что вам больше всего помогает в хозяйстве? Я как только сюда приехала, я, знаете что, я купила электрическую аккумуляторную пилу, цепную такую. Она у меня какое-то время, 2 месяца, по-моему, поработала, и что-то там цепь соскочила у нее. Я сейчас не могу ее наладить, она почему-то не работает. Я купила механическую пилу, сейчас механической пилю. У меня все еще есть надежда ее как-то отремонтировать. Возможно, смогу отремонтировать и буду ей продолжать пользоваться. Потом еще я купила электрический аккумуляторный триммер. То есть там 2 аккумулятора в комплекте. Им я достаточно большой участок выкосила. Я выкосила всю траву, которая была у меня перед домом, вот которую из окна вы видите, я периодически видео показываю. И чуть-чуть на участке покосила кустарники ягодные, там крыжовник обкосила, черную смородину обкосила. Ну, знаете, я там видео снимаю, и не видно даже, что я косила. Почему? Потому что трава, она за месяц просто, знаете, как на дрожжах. У нас здесь участок находится в низине, и здесь постоянно влажно, очень быстро растет трава. Вот. Так, что я еще купила? Сейчас я вспомню. Как его, шуруповерт купила, тоже аккумуляторный, классная штука. Там полочку куда-то повесить, еще что-то. Очень мне помогает по хозяйству. Что я еще купила из гаджетов? Каких? Сейчас пока не могу вспомнить, что еще. Тачку. Я купила садовую хорошую. Лопату. Купила новую, потому что здесь была с прогнившим черенком. На дворе, кстати, нашла кочергу такую для печки, длинную, классную. Недавно мне мама привезла, короче, представляете, у какой-то ее знакомой нашелся ухват для чугунков. Так представляете, вот он здесь стоит у меня, ухвату больше 100 лет, представляете? Вот такой раритет мне знакомая мама подарила. Вот, у меня теперь еще ухват раритетный есть. Кочергу я купила, совок купила. То есть, чем печь чистить, я имею в виду, чтобы золу выгребать оттуда, периодически нужно совок специальный, щеточка и и кочерга, да. Вот, это я пока навскидку все, что вспомнила, потому что у меня столько всего за день происходит, столько всего уже произошло, и я сейчас не вспомню, может быть, что-то еще всплывет в памяти, я озвучу. Так, значит, что-то я здесь смотрю дальше, смотрим. Читай дальше. Так, вы умница, желаю удачи и добра, благодарю. Косилку все-таки лучше бензиновую купить, она хоть и тяжелее, но мощнее. Вот смотрите, я ездила в Костараму, я прям специально приехала и попросила продавца-консультанта, показать мне вот эту бензиновую газонокосилку. Он прям ее собрал при мне, я ее взяла в руки, повесила мне ее на плечо, и вот я стою с этой бензиновой газонокосилкой и понимаю, что я
минуты даже простоять не могу, мне настолько тяжело. В руках ее даже держать. Чтоб вы понимали, на минуточку, у меня рост 1,62 м, там я вешу 50 килограмм всего. И даже минуту просто ее подержать, и это на минуточку даже без бензина я ее постояла подержать. Мне было очень тяжело. И я поняла, я ее удержать-то не смогу. И то, что там что-то ей косить. И я тут же пошла, зашла на Wildberries, купила легкую такую, небольшую, это аккумуляторную газонокосилку. Мне очень нравится она, кстати. Вполне хорошо справляется даже с огромными такими, знаете, этими сорняками, которые у меня там лопухи огромные, спиливают на раз вообще. Вполне нормально. Так, кто-то пишет, утром прохладно, полы холодные, дрова дорогие. Утром прохладно, я уже сказала, что я включаю обогреватель, этот конвекторный я купила, электрический с утра, пока печь еще не растоплена, да, прохладно. Полы холодные, да, я буду со временем, конечно же, полы утеплять, буду этим заниматься. Ну, пока как есть, как есть. Дрова дорогие, да, дрова дорогие. Ну, а куда деваться? Я все жду, когда мне газ проведут. Так, где бензин-то брать у Натальи? Нет машины, Татьяна пишет. Ну, бензин-то, конечно, можно и у местных там поспрашивать, но я уже сказала, да, для меня это слишком тяжелая вещь, во-первых. Во-вторых, я не переношу запах бензина, кстати, мне очень плохо становится, начинает болеть голова, поэтому для меня идеальный вариант это аккумуляторная косилка вот эта вот. Все нормально. Так, где бензин брать на такси? Сливать в такси. Я здесь вижу, у нас кто-то с велочата сидит, Вадим Киселев, да? Здравствуй, Вадим Киселев. Так, дальше. Анжелика Маркова пишет, у вас очень слабенькая пила. Я смотрела видео, такая пила предназначена для обрезки сада. Купить электрическую пилу Патриот. У меня такая, я сама ей пользуюсь, мощная, не тяжелая. Спасибо, поинтересуюсь, посмотрю. Хотя у меня все еще в надежде отремонтировать ту, которая у меня аккумуляторная. Так, значит, Наташа пишет, я наоборот кашу маленькой, электрическая, легко, маневренно, даже листву собирает. Ну да, она вполне удобная, кстати. Михаил привозит на машине. Наталья, если полы очень холодные, на Авито можно купить ковры. Пока переберете и утеплите полы, они реально облегчат жизнь. Ну да, у меня, кстати, есть ковры, у меня лежат в спальне, поэтому не проблема. Проблема, знаете, в чем? Эти ковры очень быстро загрязняются. Я все жду, когда выпадет снег, чтобы у меня была возможность выбить эти ковры. Столько пыли они собирают, капец, конечно. Не люблю я ковры, но лежат у меня в спальне они, да. Здравствуйте, рада вашему эфиру, хорошее видео, спасибо, благодарю. А что за марка вашей газонокосилки? Сделайте как-нибудь обзор, давно пытаюсь выбрать, но никак не определюсь. Смотрите, какая ситуация. По поводу обзоров каких-либо инструментов, как только у меня на YouTube-канале перевалило за 10 тысяч подписчиков, ко мне стали сыпаться предложения от рекламодателей о рекламе. С одной стороны, я, конечно, рада, что это дополнительный как бы заработок и доход мне, а с другой стороны, я вижу, что все, что я показываю у себя на Ютубе, да, там любую там хоть пачку печенья, люди тут же, как это называется, следуют за мной, да, они тут же начинают этим пользоваться, берут в обиход и так далее. То есть я вижу, что я, получается, вольно-невольно, я делаю рекламу тем брендам, которыми пользуюсь, да, и я понимаю, что это не совсем правильно, как бы, и
если у меня будет возможность, например, договориться о рекламной интеграции с кем-то из производителей той техники, которой я пользуюсь, я, конечно же, буду делать обзоры. Но пока даже, знаете, в чем еще проблема? Не только в том, что я тут такая корыстная и решила заработать на рекламе, а еще в том, что сейчас вышел закон о рекламе у нас, да, с сентября 2023 года, вот я попала. Короче, всю рекламу нужно блогерам маркировать. Что это значит? Это значит, нужна регистрация рекламы, в, короче, в налоговой, я так полагаю. Вот. И если я, например, буду делать обзор на какую-то там газонокосилку и не договорившись обоюдно с производителем, то есть я не смогу сделать маркировку. Короче, нужно все это официально делать. Вот к чему я говорю, что нужно все через оформление документов, договоров и так далее. То есть вот такая история получается. Поэтому я сейчас стараюсь убирать у себя из видеообзоров, там где-то замазывать что-то. Ну, короче, стараюсь я не показывать бренды, потому что это дополнительно... Ну, короче, на штраф можно нарваться, потому что нужно маркировать рекламу блогерам сейчас. Закон вышел. А Михаил пишет, что-то никто возраст не спрашивает. Ну да, у нас здесь с вами приватная вечеринка, чисто для телеграм-подписчиков получается. Там нету здесь, ну, здесь, видимо, собрались действительно люди, которые в теме, которые действительно интересуются тем, что я транслирую, да, вот на ютубе, той тему, которую я транслирую. Так, значит, Наташа пишет, надо термометры в подвале держать и мониторить всю зиму температуру в зависимости от погоды, а потом уже думать. Вот по поводу пола, опять же, я отложила всю эту историю по поводу утепления пола, я отложила это на следующий год. То есть я в следующем году буду думать, как и что. Понимаете, опять же, повторюсь, да, здесь все одно на одном завязано. Получается, что как бы я хочу с крупных каких-то работ начать, да, которые требуют дом, а уже потом переходить к какому-то там косметическому ремонту, внутренней отделке и так далее. То есть нужно делать все это грамотно, последовательно, иначе можно накосячить. Поэтому я буду думать, короче, как. Со всех сторон блогеров поджимают засранцы. Ну да. Но, с другой стороны, я рада, да, что рекламу нужно маркировать, да, отчитываться в налоговой за нее. Почему? Потому что очень, ну, я просто так почитала, очень много получается конфликтов у рекламодателей и блогеров, да, если это нигде не зафиксировано, никак в налоговой, там, ну, короче, не очень хорошие истории были когда-то, а я вот попала прям как раз в тот момент, когда рекламу начали маркировать. И поэтому, ну, как есть, так есть, это все к лучшему, да. Здесь все регламентировано и зафиксировано налоговые, поэтому все нормально. Спрашивали прошлый эфир. Так, значит, в морозы тяжело будет. Я пока не знаю, как будет в морозы. Ну, посмотрим. В крайнем случае, может быть, еще один электрический обогреватель куплю. Вот этот конвектор, мне так нравится. Он снизу забирает холодный воздух, да, и выдает наверх горячий. Получается такая циркуляция, и он прогревает достаточно хорошо помещение. Так, слушайте, я вижу, что у меня на трансляции сейчас 93 участника. Друзья, кто присоединился, пишите свои комментарии к эфиру. В сообщении в телеграм-канале у меня есть специальное сообщение для комментариев к эфиру. И там можно писать
комментарии. Спрашивайте, что вас интересует. Вот, что я сейчас вспомнить, что я еще хотела рассказать. Кто-то пишет, где звук. Так, это мне продолжают, видимо, писать люди в этом трансляции к эфиру на YouTube. Я все переживаю. Там же люди сидели. И все. И пропали. Что-то сегодня хулиганит YouTube. Так вот. Так, друзья, пишите ваши вопросы, что еще, на какие темы хотите пообщаться. Я сейчас, кстати, открою комментарии к разным своим видео, потому что там много интересных тем было затронуто. И оттуда, может быть, что-то почитаю. Сейчас, минутку, сейчас войду. Сейчас. Слушайте, какой-то глючный сегодня YouTube. Я пыталась создать новую трансляцию. У меня даже с новой трансляции не пускал. У меня теперь весь все забито. Ну, я, короче, вот эту трансляцию, которая мне не удалась, я ее пока оставлю. Может быть, потом я буду как-то воспользуюсь ей. В следующем месяце, например. Посмотрим. Так. Я немножко отвлеклась, да, сейчас минутку читаю вас. Так. Что тут пишет, сколько? Что? Алина пишет, добрый вечер. К чему нужно подготовиться, если хочу переехать в деревню с маленьким ребенком? Слушайте, насчет детей вот не знаю. Я просто ориентировалась на свои потребности, то есть лично на себя, скажем так. Первое, что я сделала, я сюда приехала первую ночь, то есть я сразу стала вызывать всех специалистов, которые в первую очередь мне требовались, да, там трубочист, электрик, приезжали также мне мастера устанавливать антенну для интернета, да, усилитель сигнала, роутер ставили мне тут мастера. Для меня в первую очередь был важен интернет. Почему? Потому что я работаю удаленно, и на удаленной работе у меня такой график, что с пятидневка, как в офисе, с 9 до 6, и чтобы здесь хоть как-то находиться, начинать делать хоть какие-то дела, я вынуждена, была установить сначала интернет, да, чтобы у меня была возможность работать. И здесь такая, кстати, так было сложно первые 2 недели, потому что я сидела, работала параллельно, я имею в виду за компьютером сидела, работала, там в будни, например, там понедельник, вторник, там с 9 до 6 я сижу за компьютером. Параллельно у меня тут электрик где-то бегает, электрик ремонтирует тут все провода, тут что-то нужно с ним как-то общаться. Трубочист что-то тут прибежал тоже. Ну, в общем, очень много людей приезжало, и я одним глазом была на работе, вторым глазом общалась с мастерами. Вот это было очень сложно, по крайней мере, для меня. Ну, а что касается, если вы хотите переехать, прям переехать, но нужно начинать, скорее всего, с поиска дома такого, который годен для круглогодичного проживания именно, понимаете? Не летний домик, а круглогодичный. Что значит круглогодичный? Обязательно нужно у хозяев спрашивать. Это значит, должна быть утеплена скважина, откуда идет вода. То есть, что вы зимой водой элементарно могли пользоваться, да?
Либо вот у меня здесь сельский водопровод, то есть зимой вода есть в любом случае, да. Смотреть, конечно же, отопление, как вы будете жить без отопления, чем отапливается дом. Если в доме только одна печь, то смотря какая площадь дома. Если дом огромный, то одной печью дом не протопить. Ну, как придется топить там 1, 2, 3 раза, как вот кто-то тут писал в комментариях, да. Я сразу вот смотрела, я видела, во-первых, мне площадь дома понравилась, да, и я видела, что здесь паровое отопление, есть 2 печки, то есть я как бы для себя отдавала отчет себе, что да, я вполне смогу, даже газ, если не успеет провести, то я хотя бы дровами смогу топить, да, то есть смотрите, с газом выбирайте, кстати, дом, если будете смотреть. Начинать нужно с выбора дома с круглогодичного, для круглогодичного проживания. В общем, основные моменты вот это вода и отопление, да. Ну еще, если вы с маленьким ребенком, обязательно смотрите те деревни, где есть хотя бы какие-то магазины продуктовые, потому что вы же не будете, смотря, хотя если у вас машины есть, может быть, ну вот лично я искала такую деревню, где было бы обязательно транспортное сообщение, чтобы я без машины могла доехать. Потому что машина-то, она может сломаться, например, или не завестись в мороз, к примеру, да, вы продумайте вот эти моменты, как вы сможете или не сможете уехать, приехать и так далее. Где что будете покупать, какие продукты, вот это вот, я думаю, нужно учесть. Привет, сосед. Андрей Марлей. Так, Андрей. Привет, Андрей. Если ты тот Андрей, которому я оставила сообщение ВКонтакте, пожалуйста, зайди, почитай ВКонтакте, пожалуйста, я тебе там оставила сообщение. Так, что тут дальше? Есть ли у вас новые друзья по деревне? Ой, знаете, я постепенно начинаю знакомиться с местными. Да, по поводу друзей я не могу сказать, что мы прям уже друзья, но знакомые у меня появляются, да. На улице я тут, на своей улице кое с кем познакомилась. Ну так, ну это не его дружеские прям отношения, а просто поверхностное соседское знакомство, скажем так. С продавцами в магазине, конечно же, познакомилась. В соседней деревне с Денисом познакомилась. С кем я тут еще? Ну, кто-то периодически мне в личку там из местных пишет, общаемся, да. Ну, вот так. Может быть, дружба завяжется, я еще не знаю пока, но просто пока общаюсь с местными. Посмотрим. Друзья, это вообще, знаете, такая история, когда, наверное, друзья, это можно назвать, когда вы дружите с детства там, или со школьной скамьи, или с институтских времен. Вот это вот я могу назвать дружбой. Вот. А насчет остального, ну, это такие хорошие знакомства, может быть, назвать можно. Да, смотря, тут кто-то кому-то отвечает. Наташа спрашивает, есть ли в планах завести собаку? Слушайте, у меня когда-то, когда я жила в городе, была собака. Блин, 15 лет со мной прожил песик, и когда он погиб, мне очень было тяжело. Я рыдала, месяц ходила, и после этого я не смогла заново завести собаку. Я уже отвечала в предыдущем эфире, если заводить ее здесь у нас, конечно же, потребуется конура, и, конечно же, как-то нужно, чтобы она ужилась своими кошками. И опять же, с собакой гораздо сложнее. Это как с ребенком нянчиться, да. Ее здесь одну не оставишь. То есть, если, например, в город ехать куда-то. Ну, в общем, я не хочу держать собаку в конуре. Это раз. Если ее держать в доме, то как ее держать, если у меня тут полный дом котов? И в-третьих, мне тяжело заводить собаку, поскольку когда-то я потеряла своего верного друга когда-то давно.
Вот. Может быть, когда-то в будущем я заведу, да, но сейчас пока не планирую. Что значит работать с 8 до 4 или до 5? Не помню ваш график. Это кто-то как-то контролируется удаленно. Еще и с обедом на перерыв вы сказали во влог. Да. Ну, смотрите, у нас есть рабочий чат, то есть, ну, где я работаю, да, и, во-первых, раз в неделю мы делаем созвон, ну, вот как в Zoom собираемся все коллеги и обговариваем, кто что делает работу. Ну, это как собрание, как планерка, да, вот если в офис, когда люди ходили, да, это была планерка. У нас планерка проходит онлайн. Это раз в неделю. Потом у нас есть рабочий чат, и я с 9 до 6 постоянно должна быть на связи. То есть мне, например, может начальник срочно написать, там, Наташа, срочно сделай вот это дело, я должна сидеть за компьютером в этот момент и быть на связи, и делать, если мне нужно что-то срочное. Вот. То есть и параллельно тому, что я делаю, например, срочную работу, параллельно этому я делаю еще какие-то текущие задачи, которые приходят на рабочую почту. И там же мы, вот, например, одну задачу я сделала, я по ней отчитываюсь. То есть я пишу в общем документе, что вот я вот эту задачу, либо она у меня сейчас в работе находится, либо она у меня уже сделана, готова. И, значит, заходит моя начальница, может в любой момент в течение рабочего дня зайти, посмотреть, чем я занимаюсь. Или мне в личку, в Телеграм написать: Наташа, какой задачей ты сейчас занимаешься? Поэтому здесь отлынивать не получится, да. Видно, сколько я часов работаю, какие задачи делаю. То есть в админке все видно. Так. В субботу-воскресенье у меня выходной, так что, к слову, мне тут постоянно пишут в комментариях на ютубе, так, видео: вот, ты ничего по дому не делаешь, только сидишь, видео снимаешь, и на участке ничего не сделала. Короче, ругают меня по-всякому. Блин, люди, я не знаю, и вот, видимо, то ли они не смотрели все мои видео, то ли еще что-то, где я рассказываю, что, во-первых, я живу здесь всего 3 месяца, на минуточку, не 3 года, а всего лишь 3 месяца. Вот я только начинаю обживаться. На минутку, я только 2 месяца перевозила вещи из города. Чего уж там говорить, я еле успевала что-то делать по дому на участке. Сейчас вот будет зима, я хотя бы могу домом заняться, там внутри что-то поделать. Вчера вот шторы повесила. Дошли у меня руки наконец до них. Во-вторых, как бы, чтобы что-то делать по дому на участке с утра до вечера, это нужно не работать, а я работаю с 9 до 6. Поэтому у меня свободное время, это получается либо рано утром, либо вечером, если по будням, либо выходные. Ну вот, своими силами я делаю, что могу, как говорится. Поэтому не ругайте меня. Так, дальше. Светлана пишет: да, собаку вижу рядом, щенок и выросший рядом с кошечками. Ну, может быть, будет когда-то. Сколько квадратных метров? Дом у меня 110 квадратов. Кстати, есть у меня мансардный этаж, я его тоже планирую со временем утеплить и отремонтировать, и будет у меня второй этаж. Так, так, ну, кто-то тут дает советы, если с ребенком переезжать. Андрей пишет: я все прочитал. Денис выдал деревья новые, у него много всего, мы много что у него взяли. Деревья не получилось взять, поскольку, как это сказать мягко в прямом эфире, ну, человек просто был не в состоянии, еле разговаривал, скажем так. Он мне подарил тыкву, по-моему, дайкон, что-то там, речку, по-моему. И на том ему спасибо, огромная ему благодарность. Но, может быть, когда у него все будет хорошо, может быть, я договорюсь по поводу деревьев.
В общем, Андрей, я чуть попозже зайду после эфира, может быть, напишу тебе ответ ВКонтакте. О, Гульнара, привет! Наташа, привет! Каким образом будешь поливать посадки? О, интересный вопрос, кстати, Гульнара. Как я буду поливать? Короче, смотрите, у меня от дома до бани проведена труба, вкопана, водопроводная, вкопана под землю труба. И где-то посередине, вот между домом и баней, есть как-то разводник, ну, тройник. Короче, там я поставила еще один кран, и к нему можно подключать шланг. Я купила шланг, кстати, летом. И этим шлангом, у меня там очень длинный, я взяла где-то 20 метров, что ли, по-моему. И этим шлангом можно дотянуться практически до любого места участка. Но с поливом, я думаю, знаете, проблем точно не будет. Почему? Потому что, во-первых, у меня всегда влажно. У меня участок находится в низине. А если нужна будет вода, то у меня она есть на участке шлангом. Шланг вот этот вот находится прямо в центре участка, получается, да, и может дотянуться везде, если длинный шланг купить. Так, Светлана пишет: желаю вам обрести настоящего друга и защитника в виде вашего мужа. Жить в согласии в этом доме с полным взаимопониманием старости. Благодарю. Я надеюсь, что он появится. Друзья, я отлучусь на минуточку. Меня там Буся просит выпустить котят из манежа. Сейчас я ее выпущу их и к вам вернусь. Сейчас. Бусечка, давай, погуляй. Так. Вот. Пусть гуляет. Я стала котят выпускать из манежа. Меня периодически гуляют, и Буся переживает, что я их не выпускаю. Так, я снова с вами. Читаю дальше. Так, спасибо за пожелания. Наталья, добрый вечер. Расскажите в 2 словах о своей работе. Ведь удаленная работа — это идеальный вариант для деревни. Найти такое очень сложно. Интересно, просто вы чем непосредственно занимаетесь? Про то, что вы менеджер зоотоваров, я слышала. А что вы делаете? Если не секрет, конечно, без отрыва сидеть целый день у ноута 5 дней в неделю, вы в офис вообще не ездите. Ну, смотрите, я в офис не езжу. Моя компания находится в Москве. Ну, то есть по всей России филиалы этой компании. Буся кричит, извиняюсь, она с котятами так разговаривает. Значит, филиалы есть во всех городах России, в компании, в которой я работаю. Головной офис находится в Москве. В офис я никуда не езжу. Чем я занимаюсь непосредственно? Сейчас, кстати, очень большой рынок вот этих вакансий, на которые я работаю. Я контент-менеджер. Что я делаю? Я обслуживаю интернет-магазин. Что это значит? Если вы когда-то бывали в интернет-магазинах, там есть карточки товаров. Да, там заходите, например, какой-то товар вам нужен, к примеру, там, я не знаю, ну, та же газонокосилка. Заходите, вы видите же на сайте фото газонокосилки, описание товара, да, цену и так далее. Так вот, что я делаю? Я наполняю интернет-магазин вот такими карточками. Мне приходят письма от поставщиков, с которыми связана моя компания, да, которые просят разместить у нас на сайте, ну, договора там заключают менеджеры, и вот эти поставщики, они просят разместить на сайте какой-то товар. Присылают фотографии этого товара, описание, и я должна разместить в административной панели, чтобы этот товар, чтобы он был виден на сайте, да, в интернет-магазине.
Такую работу сейчас, я вам скажу, несложно найти. Сейчас очень много вакансий контент-менеджеров. Вы можете зайти на HeadHunter, посмотреть. Там просто кишит этими вакансиями. Сейчас всем требуется контент-менеджера. Я начинала с того, что я даже без опыта начинала. Меня взяли без опыта. Хотя я начинала в офисе, да, но у меня там какой-то опыт был, но тем не менее, потом вот ковидные вот эти времена начались, и все ушли на удаленку. Сейчас очень легко найти удаленную работу, вы не думайте. Даже если у вас нет опыта, то можно там каким-то помощником, например, устроиться, набраться опыта и потом уйти уже на основную должность, на основную вакансию. Так. Так, если... Так, да, без отрыва. Вот, кстати, я сижу. Если честно, да, тяжеловато затекает тело. То есть, если сидите, работаете вы как в офисе, точно так же, да. У нас есть обеденное время, там где-то с 12 до часа у меня есть возможность там либо что-то поесть себе приготовить, либо в магазин съездить, купить там продуктов. Вот Буся, что ты делаешь? Она учит котят играть, играется с ними. И играется она порой по-взрослому. Я все за них переживаю. Ну, в общем, несложно сейчас найти удаленную работу. Это, скажем так, ваше представление об этой жизни, да, на самом деле несложно. Можно даже без опыта работы найти удаленку сейчас. Тем более в наш век послековидный. Да. А сложно стать контент-менеджером, что для этого нужно? Просто зайдите на HeadHunter, посмотрите, какие там требования к контентам. В каждой компании по-разному. Лично я, когда устраивалась, там с меня требовалось знание фотошопа, как редактировать фотографии в фотошопе. Это я могла, то есть у меня этот навык уже был. Умение работать с административной панелью, там разные админки разных интернет-сайтов. Вот, я там с разными административными панелями работала, там с CMS, не буду сейчас сдаваться вот за этот язык, короче, ну, вы посмотрите, просто поинтересуйтесь, какие требования, и потом посмотрите, сопоставьте свои навыки, вот сможете вы это делать или нет. И можно также с работодателем договориться об обучении, да, иногда работодатель дает наставника и обучать с нуля человека, да, то есть у нас нет институтов, где обучают контент-менеджеров, обычно их выращивают вот так вот из помощников. Так, дальше. Что тут пишут? Так, звука нет. Черт. Напишите, пожалуйста, звук есть? Что такое у меня? Друзья, напишите, пожалуйста, есть ли у меня звук. Ага, Гульнара пишет, все окей со звуком. Ну хорошо, у кого-то, видимо, просто не включен звук в телефоне, видимо. Татьяна спрашивает, Наташа, во сколько вам обойдется подключение магистрального газа? Вот смотрите, когда я купила дом, предыдущие хозяева, они уже заключили договор с поставщиками вот этих услуг. И как там, какая-то путинская программа, по которой вот этот по которой вот этот газ проводят. Эта программа бесплатная. То есть до границы участка мне газ провели бесплатно. У меня уже вот торчит труба из забора. Осталось только провести от границы участка до моего дома, подключить к газовому котлу вот эту трубу.
а ее тоже нужно копать под землей. И я сейчас жду рабочих, которые стою на очереди, которые приедут ко мне прокопать вот эту трубу от границы участка до дома. Но это подрядчики, это уже не бесплатно, в зависимости там от того, какие цены подрядчик установит. Я, к сожалению, сейчас не могу точно сказать, поскольку еще не было такого опыта. Но когда будет, наверное, расскажу. Вот. Друзья, смотрите, я предлагаю нам с вами... Сколько мы уже здесь сидим, кстати? Интересно. 1:15, да? Я предлагаю с вами голосом пообщаться или видео. Если у кого-то есть такая возможность, поднимите руку. Тут есть микрофончик вот красный. Если на него нажать, я буду видеть, что с вами... Если вы руку поднимете, да, вот здесь, я буду видеть, что вы хотите пообщаться со мной. Так. Поднимайте руки, мы будем общаться. Можно прямо вот так вот. Либо голосом, либо визуально пообщаться, если кто-то хочет. Так. Так, вот Вера подняла руку. Ну-ка, Вера, я вам дала разрешение на разговор. Я не знаю, вы видите его или нет? Может быть, разрешить говорить. Вера, вы можете говорить, если что. Отключился человек. Он, видимо, не хочет, значит. Ну, значит, если вы стесняетесь, вопросов больше нет, то завершаем тогда эфир, да? Что вам? Вот Лобанова Елена Викторовна поднимает. Так. Елена Викторовна, вы можете говорить. Видимо, люди просто не умеют Телеграмом пользоваться. Что-то не получается ни у кого подключиться. Так, Надежда Васильева. Я вам даю разрешение, вы можете прям включать микрофон и подключаться. Если у вас получится, конечно. Слушайте, никого не вижу. Люди поднимают руку и уходят. Вот Аня. Так, Аня, разрешаю вам говорить. Светлана. Друзья, ну, я очень многим дала доступ к эфиру. Подключайтесь, спрашивайте. Давайте пообщаемся с вами. Надежда. Наталья, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Все слышно. Отлично. Продолжайте разговор. Еще, хочется пообщаться. Я первый раз в Телеграме на стриме. Поэтому хотелось еще послушать бы вас, пожалуйста. Так вы пишите вопросы. Я уже исчерпала все, которые у меня здесь в комментариях. Наташа, можно спросить? Вот я Да. поняла, как тут включилось. Здравствуйте, Светлана, да, конечно. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот про вашу работу очень интересно. А там есть возрастные ограничения? До какого возраста? Думаю, что нет. Ну, я не знаю, это у каждого работодателя, наверное, своя какая-то политика относительно этого. А лично я, когда устраивалась, меня никто не спрашивал возраст. Вас зачем спрашивать? Вы молодая и красивая. Нет, такой возраст, как 55+. Как вы думаете, можно найти работу, он также удаленно? Суть, скорее всего, не в возрасте, а в ваших навыках. Если говорить об удаленной работе, сейчас, мне кажется, даже в любом возрасте человек может удаленно устроиться. Главный навык. Вы, если имеете навык для конкретной вакансии, на которую устраиваетесь, спокойно можете работать. Я думаю, в этом нет проблем. Там нужен навык знать 1С программу бухгалтерскую, нет?
Ну, вот в такой Если, работе. опять же, смотря какая вакансия. Если в этой вакансии у работодателя есть требования, что вы должны знать 1С, то, конечно, наверное, да. А, Ясно. Все, я. Спасибо, спасибо. Пока отключаюсь, пожалуйста. послушаю других. Мгм. Так, друзья, Надежда, я вас слушаю. Добрый вечер. Вы Добрый. слышите меня? Слышу. Я тоже первый раз в Телеграме, вот на стриме, ну, на ваш канал подсела. Очень близкая тема вот с животными, с котами. Я тоже такая же кошатница, как и вы. Прекрасно вас все понимаю. Меня абсолютно это не раздражает. Смотрю и за Бусечкой, и за Васенькой. А как Да. котятки? Как котятки? Я вот только присоединилась. Вы, наверное, уже давно в стриме. Просто вот сейчас Да. обнаружила вечером. Кстати, из Латвии. Привет вам большой. Вот, смотрю вас с удовольствием. И Спасибо. да, вот хотела спросить еще, как у вас там крысы больше не появляются? Ну вот сейчас я их не вижу, то есть вот ту, которую мне удалось ликвидировать, она уже все ушла в Мгм. мир иной. А Мгм. сейчас я включила ультразвуковой отпугиватель. Он у меня Да, висит уже 5 дней. И да. я заметила, что шебуршание вот это мышиное там по потолку у меня было где-то по углам, оно пропало. По крайней мере, я сейчас не вижу никого, ни мышей, ни крыс. Не знаю, как будет, потому что у нас сейчас потепление случилось. Вот когда были морозы, вот они стали появляться. Вот сейчас буду ждать морозов, посмотрим, что будет. Да, я спрашиваю, потому что у нас тоже на даче были мыши как-то вот несколько лет назад. Мы тоже покупали такой отпугиватель. Но у меня сложилось ощущение, что он абсолютно как-то их не отпугивал. Поэтому решила спросить, как у вас. Вообще М, очень приятно. Прям даже не верится, что я разговариваю с вами. Спасибо, Милый благодарю человек и вас. очень добрые ваши видео славные такие. С удовольствием буду смотреть, наблюдать, как вы будете Спасибо, устраиваться, как вы будете жить. Ну, просто за вас и за ваш спасибо, такой образ жизни. Спасибо спасибо вам. большое. Очень приятно. Да, А, взаимно. так, хорошо. Рада с вами была познакомиться. Очень приятно вас слышать. Взаимно, взаимно. Надеюсь, что не пропадете, буду наблюдать. Хорошо. Мне деваться некуда, как говорится, куда я Ну пропаду. да, да. Так, есть ли кто-то еще, кто хочет пообщаться? Так, вот я здесь вижу, что в чате что-то продолжают писать. Смету вам не составляли еще, а смету насчет копки газа нет, еще не составляли. Наташа, какие 3 ваши самые любимые книги? Очень нравятся мне книги Мигре «Звенящие кедры России». Я уже говорила, да, на прошлом эфире, по-моему. Не могу понять, куда Буся их затащила в соседнюю комнату котят. Сейчас буду их искать там в соседней комнате. Бусь, ты куда их затащила? Ну, чего ты молчишь? Минутку, сейчас котенка вызвали там в соседней комнате, не может никак вернуться сюда. Ну что? Он сюда залез, да? Макс, мне же холодно, дурачок. Ой, такие уже активные стали, мышонки. А где остальные? Остальные там греются. Все, не переживай, вот, все на месте. У меня тут целый детский сад из котят. За ним приглядываю. Так, читаю дальше. Интересно, кто откуда смотрит ваш стрим из деревни? Привет вам из Дубая. И Буси и Васе Стриж, привет. Вот это да, Дубай. Ну, привет, Дубай. Слушайте,
Кто откуда смотрит ваш стрим из деревни? Вот сейчас из Латвии, по-моему, кто-то со мной разговаривал, да, Надежда? Дубай. Так, кто-то еще пишет. Наталья, попробуйте этот же эфир загрузить в YouTube. Ну да, я записываю сейчас его. И, конечно же, его загружу, да. Да, Наташа, присоединюсь к просьбе, а то не успела на начало. Да, я запись выложу в YouTube, конечно же, не переживайте. Так, но мы с вами уже здесь сидим сколько? Друзья, пишите вопросы, если у вас еще какие-то вопросы. И либо будем завершать, потому что время уже сколько? 1:25 мы сидим, получается. Если кто-то еще голосом хочет пообщаться, пожалуйста, можете подключаться. Поднимайте руку. Вот. Анжелика, здравствуйте. Не подключается, видимо, никак. Тут есть такой значок «Поднять руку». Если вы поднимаете руку, я вам даю доступ, вы можете включиться, пообщаться со мной. Вот. Все слышат, как Буся воспитывает котят. У нее такой интересный способ общения с ними. Она так постоянно урит. Так. Наташа, да, можно еще здравствуйте. вопросик? Ага, я уже задавала вопросы, мне еще назрел один. Поинтересоваться, вот я вижу, что вы очень-очень любите нашу родную природу российскую. А путешествовали когда-нибудь вы по миру, по другим странам? И если когда-нибудь путешествовать планируете, на кого вы будете оставлять живность вашу? Ну да, я была в Болгарии, я каталась по России, где там была. Ну, в общем, где-то вот у нас тоже тут периодически бывало там на морях и все такое. Но, знаете, я человек такой домосед. У меня даже, когда еще жила в городе, у меня не было какой-то такой острой потребности куда-то выехать. Ну, конечно, я выезжала на природу, у меня плюс велосипед, там периодически где-то за городом отдыхала. Но, знаете, всегда внутри была тоска по своему собственному участку, чтобы у меня была возможность общения непосредственного с природой. И вот сейчас, когда вот эта возможность есть, я не испытываю потребности в путешествиях, скажем так. Хотя я не спорю, это очень интересно, это новые знакомства, новые там, если в другую страну едешь, там другой язык, менталитет другой. Это, безусловно, все это очень интересно путешествовать. Но я не знаю, вот у меня сейчас в приоритетах дом и свой участок. Может быть, со временем когда-то я там, может быть, съезжу, но тогда в том случае я, скорее всего, маму сюда приглашу, чтобы она за моими Правильно. кошками Все присмотрела. правильно. Еще вопрос. У вас велосипед профессиональный какой-то, да? Такой не очень обычный. Вот отличается от моего, я смотрю. Да, у меня спортивный велосипед, то есть у него там скоростная переключатели, скоростные режимы, то есть на нем легко в гору въехать и, в общем, переключаются скорости. Вот спортивный, по-моему, он этим отличается, то, что вы можете выбирать скорость, на которой ехать там. Вот. Но он Наталья, подороже будет же, да? По цене, не Ну, как вот обычно. да. Я свой, кстати, купила бэушный на Авито. То есть я не новый покупала, а такой бэушный и вполне хороший велик. Гоняю на нем только так уже. Ага. Третий год, по-моему. Спасибо. Вон еще вопрос задают. Спасибо. Да, пожалуйста. Наталья, добрый вечер. Это Добрый Анжелика из Саратова. Наталья, если позволите, я просто живу тоже в деревне,
Вот, у меня участок 23 сотки, я одна. Я хотела, если позволите, по поводу садовой техники. Мгм. Вот, так как я тоже женщина, управляюсь совсем сама, вот смотрите, аккумуляторная техника, все замечательно, вот только обращайте внимание всегда на мощность аккумулятора. У меня тоже косилка есть аккумуляторная, она, кстати, у меня, 23 сотки, в общем-то, справляется, но, знаете как, вот этот ручной триммер, он очень удобен где-то подкосить вот небольшую дорожку или возле бордюров, а остальной участок купите косилку такую на колесиках. Это вот действительно удовольствие. По весне все посмотреть, чтобы не было камушков и всяких веток, и косить такой косилкой. И по поводу вот этой пилы, она для обрезки деревьев, я вам уже писала, она очень маленькой мощности, вы с ней не справитесь дрова пилить. Вот сейчас, я же говорю, вот эта вот пила Патриот электрическая, она Мгм. мощная достаточно, и она достаточно легкая. И вообще вот, если позволите мой вам совет, старайтесь больше покупать техники. Вы одна, вот я сама-то в таком же положении, вот, я одна с участком совсем справляюсь, и электрическая техника, она действительно спасает. Мгм. Хорошего вам, всего хорошего, пусть у вас все Хорошо, получится. спасибо. До свидания. До Спасибо. свидания. Ну, этот, как его, Патриот, я, конечно, посмотрю. А что касается на колесиках газонокосилки, во-первых, та, которую я купила, к ней аккумуляторные, к ней уже идут колесики, то есть там можно их присоединить, и она будет с колесиками. А во-вторых, проблема в чем с колесиками? У меня, опять же, я говорю, у меня неровный участок, вот эти колесики, они там, ну, никак не помогут. На ровном участке, да, может быть, с колесами, с этими удобно, Наташенька, но не в моем простите, случае. перебиваю. Да. Простите, перебиваю. У меня участок тоже абсолютно неровный, что Мгм. называется, то яма, то канава. Там единственное такое, там, где есть, ну, как бы небольшой склон, то надо не вдоль склона, а поперек склона. И вот эти ямки-канавки, они на колесиках, она очень прекрасно маневрирует и замечательно справляется. Главное, чтобы Мгм. не было никаких камней и не было крупных веток, которые могут повредить ножи. А все вот эти ямки абсолютно, вот я на собственном опыте вам могу это вот прям 100% сказать. Вот, так Ну, что, а ручки хорошо. свои пожалейте, вот такую вот косилку, она нужна. У меня есть и такая, и такая. Вот там, где Ага. неудобно, вот вокруг деревьев, где-то возле бордюрчиков, возле ступенек, да, она очень удобная. Но если вы будете выкашивать 38 соток, поверьте, вы останетесь без рук даже от самой легкой косилки. Ну, я не спорю, да, потому что даже когда я вот стоя косила, у меня локоть не разгибался. Я вылечила. А что касается вот веток, кстати, на участке у меня очень много молодой поросли тех деревьев, видимо, там плоды когда-то падали, и очень много молодняка стоит. То есть нужно сначала его секатором убирать, прежде чем косить. Наташенька, Ну, в если общем, да. позволите, вот поросль вот эту молодую с секатором, вы ее не уберете, она слишком толстая. Есть, продается сучкорез, называется, с длинными ручками. Очень легко убирает поросль, причем, знаете как, старайтесь ее убирать немножко вглубь земли, не оставляя пеньков. Для чего? Для того, чтобы вот этой потом аккумуляторной косилкой вы могли спокойно там проходить. И даже если вот эта поросль будет отрастать, но вовремя скашивать, если хотя бы раз в месяц, она уже не будет одревесневать, и в конце концов ее просто не будет, такой поросли. Я еще раз говорю, я это все прошла, все эти Мгм. этапы. И поросли я сначала топором рубила, у меня я была без рук, без ног. О, Потом я купила Господи. вот этот сучкорез и, ну, небо и земля. И сейчас я А просто прохожу костилкой. Мгм. ага. Я, кстати, видела, вы мне комментарий, по-моему, на Ютубе оставляли. Я посмотрела вот этот сучкорез. Да, я его нашла, по-моему, на Wildberries. В закладке себе добавила. Спасибо, буду знать, по крайней мере, про него. Ну, все. Вот. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. Так, вижу, вы что-то еще здесь пишете. Многим, вероятно, будет интересна не только жизнь в деревне и работа. А что еще интересно? Так.
после покупки участка и постройки дома вот никуда не хочется, ни в какие далее путешествия, все, что хотелось, теперь есть. Дом, большой участок, река, рыбалка, никуда не хочется. Ну да, действительно, Татьяна, как говорится, я приземлилась. И честно, мне здесь, знаете, я как бы совместила отдых с... Короче, моя жизнь это не только, ну, как-то не разделяется теперь на работу и отдых. Для меня здесь одновременно и отдых, и деятельность какая-то трудовая. Это сложно мне сейчас объяснить, наверное, тем людям, которые там вот в городе находятся, ездят на работу куда-то, ходят, да, и ездят в отпуска. Вот их образ жизни я, конечно, могу понять. Ну вот здесь это какой-то особый дзен, когда все в одном. То есть это как жизнь получается, что ли, какая-то. Ой, смотрите, кто пришел. Смотрите, моя красоточка. Смотрите, какая у меня сладкая. Вот мы какие уже взросленькие, да? Самый активный котеночек у меня. Я ее хочу себе, кстати, оставить. Вот, белочкой, может быть, назову. У нее такие ушки, смотрите, прикольные. Вот, она будет пушистенькая, у нее уже шерстка такая пушистенькая. И она самая активная, самая смелая, везде лазит. Вот, ну иди гуляй, иди. Так, дальше что? Тут кто-то еще что-то пишет. Наташа, не вопрос, а пожелание. Желательно брать рекламу, а также сделать онлайн-виш-лист. В деревне много покупок нужно и часто затрат больше, чем предполагается сначала. Многие наверняка хотели бы отблагодарить за ваши сказочные видео. Не нужно стесняться по этому поводу, я считаю. Чего стесняться? И подписка на YouTube, если есть такая, возможно, была бы к месту. Не совсем вас поняла, о чем здесь. Ну, рекламу я в любом случае беру, да, это хорошая дополнительная, как бы, заработок. Понятное дело, да, это мне, скажем так, ускоряет возможность обустраивать участок и дом. То есть я могу, например, мастера нанять, да, или еще что-то там, чтобы кто-то там где-то погасил или еще. Короче, не стесняюсь рекламы. Я даже рада, что рекламодатели меня заметили и стали ко мне обращаться. Так, дальше. Наталья, скажите, как ваши ожидания и реальность? О, Татьяна, интересный вопрос. Дайте-ка я подумаю. Слушайте, вот никакого расхождения, если честно, нет. Ожидание, реальность. Я была готова к сложностям, к трудностям, которые здесь возникнут. Все какие-то трудности, с которыми я здесь сталкиваюсь, да, так или иначе перекрывает мое состояние удовлетворения от того, что исполнилось давно, исполнилось то, что я давно так хотела. Нету каких-то разочарований, пока, по крайней мере, я здесь живу всего 3 месяца, да. Я даже, знаете, с интересом, скажем так, проживаю вот какой-то опыт, вот с той же крысой, опять же, с котятами, тут что-то новое приходится изучать, делать, это даже своего рода интерес у меня вызывает. А если где-то какие-то сложности, я просто, знаете, уже как-то философски к этому научилась относиться. Если у меня нет возможности сейчас что-то исправить, да, вот возникла какая-то проблема здесь, например, я просто думаю, так, хорошо, этим я займусь потом, когда-нибудь, не сейчас, так потом будет и люди, и время, и возможности что-то как-то это решить, и я просто не переживаю по этому поводу, у меня это в отложенных, скажем так, делах лежит, и все. Вот, я не рвусь что-то там скорее там сделать или еще что-то по мере своих сил и возможностей, как говорится.
Но ожидание и реальность у меня здесь вполне совпадают. И к трудностям я была готова. Так, в деревне жить — это мечта, она не жалеет. Да, действительно, так и есть. Это моя мечта. Ну, вот представьте, вы о чем-то очень долго мечтали, и это сбылось, и вы настолько счастливы, что вот любая трудность, которая возникает, да, вот на этом пути, она вами воспринимается чисто, знаете, вот как есть такие электронные игры, да, на компьютере, там квесты проходят, да, главный герой, вот за героя играешь, там проходишь. Так у меня здесь вот тоже как та же электронная игрушка, тоже так же возникает какая-то сложность, это как возможность научиться еще чему-то новому, да, получить какой-то новый опыт и, соответственно, из этого вынести определенные ресурсы. Меня вызывает только интерес это. Только хотела спросить белоушку показать нам. Да, вот она. Тут черненький, вот Вася вот у меня сидит, сейчас смотрит на меня. Наверное, один котенок опять заполз в другую комнату. Черненькие, они, кстати, не такие смелые, как вот эта беленькая. Сколько живу, столько понимаю, что есть два типа, городские и деревенские. Они могут общаться, но приоритеты разные, и все. Тут городским может стать очень плохо в деревне, и также наоборот, деревенский в городе зачем. Ну да, знаете, у всех у нас разные потребности, разные планы на жизнь. Меня всегда тянуло к земле, к природе. Знаете, каждое лето меня вот к бабушке отчиму здесь в Лысковском районе была деревня у бабушки отчима. Меня с сестрой каждое лето возили к бабушке в деревню. Там у меня, кстати, и русская печь была, и корова, свиней, овец она держала, куриц. То есть я всю эту жизнь видела. То есть для меня это не в новинку. Вы не думайте, что я вот так приехала с нуля и начала жить деревенской жизнью. Нет, то есть я с этим вполне знакома. Не испытываю каких-то таких острых моральных каких-то там сложностей, да. Плюс еще у меня в памяти осталось то, что я когда-то жила в частном доме у бабушки в Краснодарском крае, у родной уже, да, по маме, то есть до 5 лет. Там у нее был огромный сад, она тоже чего только там не выращивала. То есть, ну, это, наверное, наложило свой отпечаток на то, к чему я в итоге пришла. Да. Просто не все люди... Кто-то, знаете, у меня даже есть знакомые, которые ни разу в жизни не видели, как вживую выглядит корова. Для них корова — это как вот посмотреть на корову, вот как прийти в зоопарк, да, смотреть на животное, ну, вот как в зоопарке, да. Я корову с детства знакома. Меня даже бабушка учила доить корову. Так что для меня это не проблема. Да, у всех менталитет, потребности разные, ценности в жизни разные. Вот. Ну, в этом и ценность каждого человека. То, что у каждого есть свой какой-то интерес, и он в этом живет и развивается. Так, друзья, мы уже сколько сидим на эфире? 1:43. Если у вас есть какие-то вопросы, можете сейчас писать. Я буду отвечать, если нет, будем заканчивать. Наталья, добрый вечер. Остается ли у вас время теперь на йогу? Ну, кстати, хороший вопрос, спасибо. Смотрите, летом, когда я только сюда приехала, было достаточно тепло, и я в доме не топила печь. И по утрам у меня было время на йогу. Я занималась, кстати, выносила коврик, вот здесь у меня перед домом есть, ну, лужок небольшой, вот. И я выносила коврик и занималась йогой. Иногда занималась вот в той комнате, в соседней. А сейчас, когда я утром встаю, растапливаю печь, у меня не хватает времени чисто
Ну, это такая, для меня лично это утренняя практика. Конечно, ну, можно ее делать и вечером, но я больше настроена по утрам, потому что она энергией заряжает, ну, вот как вместо кофе, да, она очень бодрит, и а, по моим ощущениям больше эффекта от нее, если делаешь рано утром. Вот. Сейчас, я думаю, пока я печь топлю, у меня на нее времени нет, но я думаю, что а, если мне газ уже проведут, да, я свободно буду по утрам ее делать. Или летом, когда топить не нужно будет, да. Вот. Хотя можно, конечно, и вечером, но у меня больше настрой на утро. Вот так вот. Наташа, у вас такой громадный сад, вы не планируете посадить немного полевой клубники? Слушайте, я, кстати, даже не знаю, как ее сажать, если честно, полевую-то. Хотя вы такую интересную идею мне подали, почему бы не попробовать? Можно, наверное. Она размножается тоже так же усиками, как и садовая клубника, скорее всего. Возможно, попробую. Не знаю, не уверена. Надо попробовать. Вот. Но, с другой стороны, зачем ее сажать, если у меня вот здесь, вот знаете, я когда только купил дом, просто сразу пошла, ну, не когда только купила, а в процессе покупки, скажем так, мне хозяева, они же показывали этот дом, и я, конечно же, спрашивала, есть ли здесь такие ягоды. И, конечно же, да, мне сказали, что есть, все нормально. И вот когда только приехала, я стала изучать местность. И у меня, представляете, вот я выхожу из дома, да, и там вот у меня поля рядом с участком. Я выхожу в поле, и там уже прям вот пройти, я не знаю сколько, метров 20, и уже полевая клубника растет. А в городе у меня такой роскоши не было, хотя на минуточку я жила на окраине города, и рядом с моим ЖК был лес. И там у меня тоже была возможность нарвать полевой клубники, но нужно было ехать на велосипеде 30 километров. А здесь рукой подать. Но проэкспериментировать почему бы и нет, можно. Пик проснулся, колесо крутит. Выше сообщение про виш-лист и подписку на Ютубе. Это про донаты и платную подписку. Многие блогеры так делают. Слушайте, но я не знала, что такая возможность есть. Я поизучаю этот момент. Я просто, скажем так, не продвинутый ютубер. Я даже не знаю. Мне кто-то там скинул эту ссылку на какой-то сервис донатов. Мне туда, кстати, люди стали скидывать донаты. Но я, к сожалению, не знаю, как оттуда деньги выводить. Я там и карту привязала, и электронный кошелек, но почему-то не выводятся никак деньги. Надо изучить на Ютубе про донаты. Я не знала. Возможно, да. Возможно, сделаю платную подписку. Спасибо за подсказку вам. А в нашей местности такой полевой клубники нет. Я живу в Ивановской области на Волге. Ну, кстати, она растет на склонах. У вас, может быть, нету таких склонов. А во оврагах она растет обычно на склонах. На опушке леса. Не в самом лесу, а во оврагах. Может быть, вы просто места не знаете. Вот. Мне кажется, Ивановская область — это средняя полоса, это вот рядом с Нижним практически. Мне кажется, там должно быть. Хотя, смотря какая местность, может быть, на том берегу. Здесь у нас южная часть области, да, получается. Здесь более такой рельефный рельеф, короче, здесь местность такая рельефная. Может быть, из-за этого здесь она есть. А там, может быть, у вас и нет такого. Далее. Так, интересно, что с вами связалась внучка первых хозяев дома. Да, для меня, кстати, было большой неожиданностью, что меня нашли родственники бывших хозяев этого дома. Вот я про них рассказывала в одном из своих видео.
Сначала мне написала подруга вот этой внучки. Она говорит: Наталья, я знаю, я подруга вот внучки вот этих вот людей. Вот. Мы с ней немножко пообщались, а потом и сама она написала. Мне тоже было безумно приятно. И она мне даже прислала эту семейную фотографию, где там они все фотографировались в этом доме. Кстати, там тоже были голубые стены 50 лет назад, на минуточку. Видимо, предыдущие хозяева, они не стали менять цвет стен, а оставили как есть. Хотя мне хочется в белый все перекрасить, если честно. Ну, более такой современный стиль сделать, что ли. Очень хочется. Так, вот так, ну вот, я вижу, что, пожалуй, наверное, будем заканчивать, да, если больше нет у вас никаких вопросов. Давайте еще 5 минут, если у кого-то есть, пишите. И я буду заканчивать. Сегодня такая действительно уютная такая атмосфера получилась. Без 2000 подписчиков на Ютубе, где кто во что гораст. Ну, может быть, так и надо было. Может быть, это к лучшему, то, что мне не удалось подключиться. Я этот эфир, запись постараюсь загрузить в YouTube и на свой Яндекс.Дзен. В нашей местности тоже нет Смоленской области. Интересно, только обычная лесная земляника растет прямо на участке. Дети говорят, что она вкуснее садовой, а у тети в Тульской такой полевой клубники полно. Ну да, видимо, да, действительно, она не везде растет. Может быть, как это называется, полоса другая, может быть, севернее Тульская эта область, да, поэтому нет там такой ягоды. Ивановская область, наверное, тоже севернее. У нас, кстати, очень интересная область, Нижегородская, да, она разделена Волгой и Окой. Та часть, которая внизу Волги, да, получается, низовье Волги, она вся под южной частью считается, да, и здесь более низкорослые деревья, рельефная, опять же, местность, и склонов много, оврагов много, вот, видимо, вот здесь она растет. А вот в северной части Нижегородской области, там немножко другое, я там тоже поездила, когда искала дома, там спрашивала местных, даже никто не знает, что есть такая ягода в северной части области, на минуточку. Но там зато, знаете, такие красивые, высокорослые леса, вот как в сказке «Морозко», знаете, такие вот показывают. Ой, там просто вот сказочно. Зимой я по лесу гуляла, очень красиво. Там у нас заповедник Керженский есть, волки, медведи, лисы живут, лоси, кого только нет. Вот. Ну, там вот прям действительно как из русской старинной сказки. Но там нету склонов, там ровная поверхность и более северный климат, скажем так. Там холоднее немножко, чем у нас здесь в южной части. Я намеренно, я прям ходила и всех спрашивала местных, а вы знаете такую ягоду, а вы знаете? И все мне отвечали: нет, у нас земляника, вот там что там еще, какая лесная голубика, клюква растет. А вот такой ягоды не знаем. Я так удивлялась, думаю, блин, Нижегородская область, как так-то? Нет тут ягоды, которые мне нравятся. А потом я смекнула, что только в южной части области она растет. И стала искать дома именно в этой части, кстати. Так. А вообще я хочу сказать вам спасибо за доброту, позитив и душевность. Благодарю вас тоже. Татьяна спрашивает: скажите, у мамы есть дача? Нет, у мамы нет дачи. Она, на минуточку, сначала сопротивлялась то, что я купила дома участок, а потом она, я смотрю, уже так приглядываясь, она прям кайфует здесь. Она смотрит, ну, приезжает периодически по выходным,
очень любит баню, тут же занялась посадками, косила с удовольствием траву. Я смотрю, прям у нее глаза горят, она скучает. Была раньше у нас деревня в Лысковской области, как это называется, в Лысковском районе, да, была деревня. У отчима мать была, да, бабушка, получается, моя не родная. Мы туда ездили какое-то время, а потом, когда мама с отчимом развелась, у нас уже такая возможность пропала, да, то есть у нас исчезла деревня, и мама, конечно, грустила по этому поводу, потому что она тоже такой человек, любит посажать все там, вот это вот все. Ну, как и все пенсионеры, думаю. Вот, и сейчас она с удовольствием по выходным приезжает периодически ко мне и радуется теперь. Хотя она сопротивлялась. Да как ты там будешь жить? Как ты будешь печь топить? Но я просто ее перед фактом поставила. Ей уже деваться некуда, как говорится. Вот. Ну, все, она радуется, да. Теперь я вижу, что она довольна прям. Здесь места много. Как ваши голуби поживают? Как им соседство с котиками? Слушайте, у них свой отдельный мир, у них есть... Вот под крыльцом, да, я вот показывала на видео, они по-прежнему там прячутся. А когда это холодно особенно, они там постоянно сидят, греются. А коты мои не обращают на них внимания, кстати. Они больше охотятся на птичек, вот этих, знаете, маленьких, которые там воробушки, там синички. Вася даже как-то, по-моему, одну поймала маленькую птичку, а на голубей они внимания даже не обращают. Наташа, очень душевный эфир вышел, тепло и хорошо на душе. Спасибо за ваше творчество, сердце и атмосферу. Вам тоже спасибо. Я тоже люблю изучать психологию, применять в жизни. Можно узнать, почему решили не заниматься этим профессионально. Какие методы в психологии любите больше всего? Ну, смотрите, как получилось. Я работала психологом, когда еще училась на 3-м курсе института, по-моему. Я устроилась в Центр соцзащиты, и там я работала с пенсионерами и с детьми из неблагополучных семей. 4 года работала. Вот. И там у меня, кстати, была очень низкая зарплата. Я работала там чисто ради диплома, скажем так. То есть я защитила диплом. То есть у меня была практика непосредственная, да. У меня была самая лучшая дипломная работа на курсе, я ее защитила на отлично. А потом, когда я уже вышла, скажем так, в большой мир, я поняла, что чтобы дальше как-то профессионально развиваться, мне нужно идти дополнительно куда-то учиться. А на тот момент у меня выбора-то не было. Мне нужно было устроиться на такую работу, которая позволяла бы на жизнь, зарабатывать какую-то денежку и на дополнительную учебу. Опять же, тут вроде бы выучился в институте, да, иди и работай. А нет, тут нужно идти отдельную специальность в области психологии получать. Но у меня так сложилось, что я не оставила интерес к психологии, а я продолжаю этим интересоваться. Я в соцсетях периодически там эту тему как-то себя развиваю. И сейчас мне очень интересно... Ой, извиняюсь, что-то у меня в горло попало. Я очень сильно сейчас интересуюсь психотерапией, методами, которые, как вам сказать, это интегративная психотерапия, то есть там смешаны разного рода виды, сейчас уже язык заплетается, короче, разного рода направления смешаны вместе, получается. Там и гештальт, и психоанализ, и что-то там еще какие-то направления.
все вместе, это интегративная психотерапия, по-моему, называется, если не изменяет мне память. Вот мне вот это направление очень интересно, плюс мне еще сейчас очень интересно изучать психоанализ. Кстати, через карты Таро я его очень хорошо сейчас изучила. То есть Карл Юнг, который изобрел вот этот метод психоаналитической психологии, по-моему, он был учеником Фрейда, Юнг, да. И он был тоже поклонником Таро, и Таро тогда он использовал как инструмент для работы с психикой. А сейчас вот Таро это настолько как бы в обыденность вошло, то есть там возникли какие-то ассоциации у людей с Таро, что это вот гадалки обязательно, это шарлатаны, но на самом деле изначально это был инструмент работы с психикой. И через них, кстати, тоже, это как вот через метафорические карты с ними можно работать. Тоже мне вот это интересно направление. Екатерина спрашивает, как вы научились топить печь? Нужно ведь вовремя закрывать заслонку. Ну, это, кстати, интересный вопрос. Про печь. Слушайте, я так люблю живой огонь. Я сюда приехала, у меня даже не было такого мысли какой-то, что вот, как же научиться. Я просто тупо, мне захотелось русскую печку наконец-то включить в кнопку вкл, да, вот это вот. Я помню, я тогда с другом приехала, я говорю, ну все, давай топить. Он там куда-то что-то по делам пошел, что-то делать, по-моему, тоже по дому что-то. А я нашла на дворе, по-моему, возле бани я нашла дрова, притащила сюда. И как я вокруг нее плясала с бубном, это нужно было видеть. Там я и газеты, и розжигом, и веточками всякими пыталась. Ну, у меня тогда опыта, конечно, не было, но кое-как с трудом я ее разожгла. Вот, но потом я уже научилась. Это вот я в каких-то первых видео показываю, да, что там сложно мне было. Сейчас мне с одной спички я зажигаю. Если это касается русской печки, да, здесь попроще немножко, в том плане, что здесь пространства больше, да, вот внутри печки, там просто нужно сложить колодец из поленьев, да, то есть вот положить 2 полежка, поперек еще 2, и, ну, вот знаете, как из спичек раньше строили домики, тоже так же, вот сложить, внутрь туда бересту положить, она очень хорошо горит, веточек каких-нибудь для растопки, вот маленьких, газету можно, картонку можно положить, разжечь, и загорается сразу без всяких там розжигов и так далее. И также с маленькой печкой. А сейчас у меня очень хорошо, быстро получается растапливать, я уже научилась. А что касается заслонки, я принципиально не закрываю ее до самого утра. То есть вот смотрите, сегодня, например, утром топила маленькую печь, да, а она у меня растопилась, уже угли там прогорели, и я смотрю на угли. Если они еще красненькие, они издают, ну, короче, они еще тлеют, они еще угарный газ производят. А если они уже белые, и там ничего нет, можно уже заслонку закрывать. Но поскольку вот если я, например, вечером топлю, да, у меня нет возможности постоянно смотреть, там белые угольки или не белые, я просто оставляю заслонку открытой, а утром закрываю. Утром они по-любому уже белые. Вот так вот. Ну, знаете, ничего сложного нет в том деле, которое тебе нравится, скажем так. А огонь живой я очень люблю. У меня, кстати, вот уже все уже там белые уголечки, кстати, ну, чуть-чуть тлеют. Так, Наталья, а вы верите в домовых? Приходилось ли вам сталкиваться с чем-нибудь мистическим в деревне? Слушайте, в деревне не сталкивалась, в городе, да. Очень много интересных было вещей в городских квартирах, да и мне знакомые много интересных
таких историй рассказывали. Я вполне, я знаю, что такое есть, то есть я человек достаточно такой, я, скажем так, очень много знаю об этой жизни не только в физическом мире, да, но и в потустороннем. Как это сказать? Ну, в общем, я с подросткового возраста увлекаюсь всякой там эзотерикой, вот много книг на эту тему перечитала, много у меня было личного опыта взаимодействия, скажем так, с тонким миром, много знаний на этот счет, и, конечно же, я знаю, что домовые есть, но здесь, кстати, я даже не задумывалась на тему того, чтобы с ним пообщаться почему-то, я не знаю. Видимо, мы как-то с ним вот сразу язык общий нашли, раз не было никаких взаимодействий. Вы знаете, как-то не было, не знаю, почему-то у меня даже мысли такой не было. Видимо, ну, здесь хорошее пространство такое, и он сразу меня принял к себе, наверное, я не знаю. Куда вы дели старые иконы, унесли в храм? Да, у нас есть здесь церковь в конце улицы, и я туда их отнесла. Некоторые, кстати, оставила, у меня здесь стоят. Какие-то отнесла, какие-то оставила. Да. Так, ну, все, наверное, да, друзья, будем завершать. Мне кажется, вам уже 2 часа мы здесь сидим, я думаю, достаточно. Время уже сколько у нас? 9 часов вечера по Москве. Я думаю, будем заканчивать, да? Очень интересный сегодня эфир у нас получился. Я не знаю, что с Ютубом. Надеюсь, что в следующий раз с Ютубом у меня получится. Я буду стараться, не обещаю, конечно, буду стараться раз в месяц выходить в прямые эфиры и вот так с вами общаться. Мне тоже интересно живое общение больше, чем вот через комментарии, там, через видео. Вот, мне было с вами приятно поговорить, тем более здесь даже с голосом с вами можно было пообщаться. Это уже, знаете, как действительно сидишь напротив человека и вживую с ним общаешься. Возможно, я периодически буду здесь в Телеграме прямые эфиры вести. Не знаю пока точно. Следите за анонсами, буду писать, если что. Благодарю вас за эту приятную душевную беседу. Вот, на этом, пожалуй, все. Запись эфира я постараюсь сохранить и загружу на YouTube, и в Яндекс.Дзен тоже загружу. У меня там тоже есть канал. Все, всем спасибо за рекомендации и советы. Где-то что-то я буду вот применять в жизнь уже. У меня уже много есть идей благодаря вам, общению с вами. Вот, всем пока. Доброго вечера всем.